Всем привет! Сегодня я к вам с блинчиками на теплом кефире. Здесь важен процесс, что с чем смешивать и что зачем. Очень быстро заводится, просто пережариваем и наслаждаемся. Тонкие, эластичные, вкусные. В этих блинчиках важен замес. Что, зачем и с чем и как смешивать. Буду делать на кефире, на теплом кефире, и добавлю еще четверть от литра, то есть вот 300 миллилитров где-то у меня здесь воды возьму. На 4 яйца буду делать замес. Вот когда делаю на литр всей жидкости, вот кефира беру где-то 700 миллилитров, то воды 300. Или, допустим, 500 миллилитров кефира, то воды тоже 500 можно взять. Если берете на литр кефира, то тоже 300, где-то вот так 400 миллилитров воды. В принципе, здесь вот не столь прям это важно. Важна консистенция теста и как замешиваю. Кефир ставлю сейчас в микроволновку или на плите, нужно подогреть градусов до 30-40, вот прям хороший, теплый такой кефир должен быть. Вот у меня в микроволновке 2 минуты погрелось, добавляю чайную ложечку пищевой соды именно в кефир, в кислую среду, чтобы более мягкое было тесто, чтобы пузырики выходили и получались небольшие дырочки. Просто вот так вот помешиваю и добавляю 1 стакан, это 160 граммов муки сразу. Добавлю еще пару ложек муки, это будет 200 граммов муки все вместе. Тесто вот сейчас консистенция, потому что должна быть такой, как на тоненькие оладьи. Не сильно жидкое, но и не крутое. И отставляю в сторону, вот даю постоять, пока смешиваю другие продукты. Отдельно 4 яйца, можно взять достаточно и 3. Но я обычно просто вот замешиваю на 4. Именно эти блинчики. 4 столовых ложки сахара. Пакетик ванилина добавляю. Мы любим сладенькие блины. И пол чайной ложечки соли. Этим же венчиком просто все хорошо смешиваю. Мы любим блины сладенькие, поэтому если вы любите, чтобы они были более нейтральные, добавьте всего 2 столовых ложки сахара и пол чайной ложечки соли также. Просто вот хорошо взбалтываю, смешиваю, чтобы сахар начал растворяться. Вот так вот просто смешиваю. Добавляю в кефир с мукой. Тоже хорошо смешиваю. Тесто вон становится красивое такое, кремового цвета. Добавляю воды. Вода у меня комнатной температуры. Опять все смешиваю. И вот я беру половник и проверяю консистенцию теста. Тот половник, на который буду. Вот я вижу, что консистенция теста у меня вот так вот жидковатая сейчас. Это все регулируется, конечно, мукой. Теперь просто добавляю муки и получаю ту консистенцию теста, которую я хочу. Вот 2 ложки еще добавлю. В конце я скажу, сколько муки у меня ушло все вместе. Так как я хочу, чтобы блинчики были у меня тонкие, а не пышные, не толстые, то тогда тесто должно быть жиже. Если вы хотите блины, чтобы они получились пышными и толстыми, то тогда тесто должно быть более крутым. Но тогда уже регулируйте мукой, чтобы муки было достаточно. Блины же это дело такое, здесь очень сложно сказать прям в точности рецепт по граммам, по миллилитрам, потому что разные продукты, даже кефир, он бывает жидковатый, а бывает достаточно плотный. Количество яиц, сахар. Поэтому здесь нужно смотреть на консистенцию теста. Ну вот еще добавлю еще 2 ложки муки. И это как раз будет 320 граммов муки или 2 стакана. Всегда проверяю, вот как сливается тесто, как оно льется. И еще учитывайте то, что сейчас даю 5-10 минут перед тем, как начинаю жарить, постоять тесту, чтобы разошлась мука, и тесто будет чуть-чуть плотнее. И последний момент — это растительное масло. Я добавляю 3-4 столовых ложки растительного масла. Перед тем, как жарить, обязательно растапливаю граммов 100-120 сливочного масла, чтобы смазывать блинчики, блины. Постараюсь как-то заснять, чтобы было видно. Хорошо разогретая должна быть сковорода
Смазываю растительным маслом, я жарю на 2 сковородках. Мне удобно вот смазывать бумажным полотенцем. И постараюсь как-то показать, ну, наверное, это все знают. Наливаем на сковороду и быстро распределяем. Переворачиваю и также до румяности жарим, все пережариваем блинчики. Смотрим, вот чтобы до румяности еще чуть-чуть. Перекладываю на тарелку. Сразу же горячим смазываю растопленным сливочным маслом. И краешки тоже. И продолжаю пережаривать все тесто. Все пережарила, и я уже даже взяла 3-ю сковородку, поэтому у меня вот здесь вот 3 разных размеров блинчики получились, разные сковороды. И хотела показать, что вот блинчики получаются по этому рецепту и по такому замесу. Вот они просто вот все очень такие вот эластичные и, надеюсь, хорошо видно. Вот они тоненькие-тоненькие, вы посмотрите, какие тоненькие. И очень вкусные получаются. Пожалуйста, делитесь этим рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал, не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые блюда. За лайки вам, конечно, всегда спасибо.